Здравствуйте, дорогие наши друзья и коллеги. Вы на канале Давай Запишем, с вами Александр. Продолжаем знакомиться со всем, что относится к домашнему и не только звуку. И сегодня у нас на очереди наушники Sennheiser HD 400S. Начинаем. Итак, наушники эти вряд ли назовешь студийными, о чем говорит расположенная на проводе система дистанционного управления плеером, а также встроенный в нее микрофон. То есть, при помощи вот этой небольшой штуковины мы можем краткосрочными нажатиями перематывать треки вперед-назад и ответить на телефонный звонок или прекратить разговор, нажав центральную кнопку. К сожалению, управление громкостью здесь не предусмотрено, зато если нажать и пару секунд подержать кнопку вверх или вниз, то услышите, как некая барышня на русском языке с приятным китайским акцентом озвучит вам текущее время. Во всяком случае, на моем Samsung это случилось. Круто. Так вот, касательно назначения. Впечатление такое, что создатели этих наушников нацеливались, очевидно, на нашего брата-меломана, который не расстается со своей любимой музыкой ни на секунду. Что ж, давайте будем смотреть, удалось ли им справиться с этой задачей, понимая, что главными вещами здесь должны быть удобство при долгом ношении и, разумеется, качество звучания. Начнем с первого. Весят эти наушники 217 граммов, то есть они абсолютно легкие. Прижимаются они достаточно плотно. И за счет мягких амбушюр, скорее всего, относительно долгое прослушивание музыки не будет доставлять какого-то ярко выраженного дискомфорта. Плюс к этому оголовье можно легко отрегулировать под свои размеры. Ну и для удобства их транспортировки конструкция позволяет чашки сложить внутрь. Ну хорошо. Дальше. В комплекте, как вы уже заметили, аудиопровод есть. Он здесь 4-пиновый. И если вы будете просто использовать эти сенхи со смартфоном, то проблем у вас быть не должно. А если захотите сконнектиться, например, со звуковой картой, то, сами понимаете, вам будет нужен переходник на 6.3. Почему я вообще об этом говорю? Да потому что просто переходника, товарищи, здесь нет. Вот так вот сэкономили. Хотя, опять же, их как студийные никто и не позиционирует. И добавлю, что переходник понадобится не с резьбой внутри, а вот такой. Иначе может ничего не получиться. И более того, если и с переходником у вас ничего не выходит, ну, например, не играет одно ухо, то тогда уже дуйте на ближайший аудиорынок или какой-нибудь маркетплейс и покупайте вот это чудо. Стоит оно рублей 120-150, и вот тогда уже точно никаких проблем у вас не будет. Кстати, пока не забыл, объявляю их стоимость. 7500 рублей на момент съемки. Дорого, дешево. Да кто его знает. Сейчас все недешево. Ладно, давайте будем переходить ко второму пункту. Качество звучания. Ну, во-первых, вы сами приблизительно услышите, что они собой представляют в тестовой части ролика. А во-вторых, увидите, как всегда, картинки, которые визуально дополнят все ваши ощущения. А если хотите нашу личную реакцию, то, пожалуйста. Только сразу говорю, приготовьтесь услышать несколько новых терминов относительно звука. Ни одно подобное устройство не вызывало ранее желание вмешиваться в общепринятую терминологию. Короче, звучат. И к любому звучанию привыкнуть, как мы с вами знаем, можно. Но если все-таки опереться на моментальные ощущения, то этот самый звук показался каким-то рыхлым, мягким и осторожным. Такое впечатление, что изобретатели главной задачей ставили цель не нанести никакого малейшего вреда слуху потребителя. Ну что, с одной стороны, похвально.
Но если вы, друзья мои, хотите жирного низа или яркого верха, то здесь не про это. Все звучит ровно, даже немного скучно. Какой-то намек на низ есть, но хочется другого низа. Короче говоря, самое крутое, что здесь есть, это значок Sennheiser. Вот как хотите, так на это и реагируйте. И все же, мое субъективное мнение остается исключительно моим, и я никак не буду возражать, если после прослушивания тестовой записи у кого-то появятся совершенно иные впечатления. Тогда вперед, слушаем. Ну а теперь традиционное дополнение от компании Reference Audio Analyzer. И как всегда, первое — это у нас чувствительность. По данным измерений она здесь составляет 120,7 дБ. И это указывает на то, что HD400S будут играть громче на 5,4 дБ большинства накладных наушников. И, соответственно, большинство устройств, приспособленных для работы с подобными наушниками, должны будут достаточно хорошо подходить к ним. Уровня громкости хватит, фоновый шум заметен быть не должен. Далее сопротивление. И с технического описания понимаем, что это 18 Ом. Приборы лаборатории показали цифру 22,6, то есть все достоверно и точно. Разница — это провода и переходники. И, наконец, третий момент — это у нас, как всегда, АЧХ. Не знаю, есть ли необходимость здесь что-то комментировать. Если внимательно слушали тестовую запись, то картинка является полным отражением происходящего. Особенно если послушать музыкальный кусочек с 19 по 28 такт. Там максимально хорошо слышно, как аккуратный и тонкий хай-хет оригинала практически полностью исчезает. И график нам это честно подтверждает. Вот такие у нас с вами дела. Ну что ж, друзья, будем на этом заканчивать. Спасибо, что вы с нами. Всего вам доброго и до встречи. С 19 по 20, какой я сказал? 8 такт? А, ну да. Там 5 тактов мало. Там реально, слушай, хэт так переключаешь где-то там вообще далеко. Что же вы так, а? Sennheiser.